Будем строить фри-контур в Хайденхайне. Вот у нас первая точка. Сначала будем делать обход по наружному контуру. Надо подходить к известной точке. Ну, у нас есть диаметр, радиус 174, значит сюда и будем подходить. Х0, y минус 74. Так, и причем надо RL. Ой, тю-тю. Так, RL. А это нам не надо. Окей. Теперь строим эту дугу до прямой. Это у нас будет С. Х неизвестен, Y неизвестен, известно направление с минусом. Вернее, да, с минусом по часовой стрелке. Радиус 74. И на следующую линейку переходим. Здесь есть координаты центра радиуса X и Y. CCX, CCY. Все. Окей. End. Получили. Теперь эта линия будет касательно к этой. Значит, надо линию касательно к окружности. Это вот эту кнопку. X нам известен. 148 минус. Y нам тоже известен. 0. Окей. Получили. Но нам нужно сопрягающую окружность забить. Забиваем просто РНД. РНД 22. Окей. Теперь касательная к окружности опять только идет наверх. Это мы будем делать обычная линия. И x, y нам неизвестен. Угол неизвестен. Проходящая через точку неизвестна. Расстояние нам ничего не известно. Значит, окей. И теперь задаем окружность касательную к этой линии. Вот у нас окружность и касательная к линии. X нам неизвестен. Дальше идем, не будем здесь останавливаться. Неизвестен, Y неизвестен. Направление известно по часовой стрелке. И радиус 74. И известен центр этого радиуса. 0, 0. Окей. Вот он все достроил. Теперь у нас здесь радиус 10. Значит, РНД 10. И строим эту окружность, вот этот наружный контур. Он у нас обычный. C, FC. Free Circle. X неизвестен, Y неизвестен, направление известно. С минусом. Известен радиус 25. Известно CCY. Это 50. А вот CCX нам неизвестен, но нам известно расстояние от этой точки.
и до этой окружности. Радиус 25. Здесь расстояние 53 миллиметра. Значит, идем дальше. Ищем вот. Точка у нас 0 по x, точка 0 по y. И расстояние 53. And. Ну, нам явно вот это надо. Эта морковка правильная. Забили. Теперь строим вот эту дугу. Но можно заметить, что R120 идет из одного центра радиуса со 140 с радиусом. Других привязок к нему нету. Поэтому мы будем эту дугу гнать до этой точки, чтобы потом от этой точки можно было привязать радиус для 120. Значит, у нас будет x неизвестен, y известен. И у нас эта дуга касательная к этой. Значит, надо FCT. X у нас неизвестен, зато y известен. Направление известно, минус. Радиус 140. И вроде все. Ну центр этого радиуса y тоже 0. Выходим. CCY 0. Все, больше ничего не знаем. End. Выбираем нужную нам морковку. Вот это она и есть. И уже зелененькая стала наша морковка. Значит, все окей. Выбрали. И дальше продолжаем эту линию. Она касательно к предыдущей. Значит, опять FCT. X неизвестен, Y неизвестен. Направление минусовое. Радиус 140. Радиус 140. Центр нам известен только Y. И мы касательную сделали. Все окей. Вот мы построили. Теперь строим вот эту окружность. Это у нас будет касательная к предыдущей. Значит, вот это берем. X мы не знаем. Y не знаем. Направление знаем. По часовой стрелке минус. Знаем радиус 25. На этой строке ничего. Знаем CCX. Не знаем CCY, знаем 0. А расстояние опять можем забить от этой точки 53 миллиметра. Это нам надо вот это. X0, Y0, расстояние 53. Вроде все. Неправильно. Y. CCY минус 50. Не 0. Минус 50. Как раз все получили красиво. Хорошая наша морковка. И теперь РНД 10. Радиус 10 появился. Осталось заключительную дугу. X0, Y минус 74.
Направление минус, радиус 74, центр 0,0. Выбираем правильный. Все. Прекрасно. Теперь надо отфрезеровать контур. Вызовем восьмерочку. Обороты, подача. Ну, сразу включим вращение шпинделя. Надо выход к контуру сделать. X0, Y минус 84. R0, Fmax. Окей. Тогда М3 прежнюю сотрем. И по Z надо опуститься. Все, можно пробовать. Ну, все, отработало. Красиво. Ну, делаем второй контур. Подходить будем сверху. Радиус 53, х0. Начнем слабо 2. С метки второй. Надо в метках делать, потому что будем цикл выбирать. Цикл обработки кармана. Ну, X0, Y53 и RL. Подачку побольше. И теперь делаем дугу. X неизвестен. Направление известно. DR плюс. Радиус 53. Центр радиуса по нулям. Окей. Увеличить поле обзора надо. Радиус 10, РНД 10. Теперь радиус 40. Обычный. X неизвестен, известно направление и радиус 40. Центр радиуса нам тоже известен. Минус 74 и 0.
Ну, все, наверное. Окей. Выбор правильный. И дальше. Радиус 10. РНД 10. Окей. Теперь окружность 53. FC. X неизвестен. Направление плюс и радиус 53. Центр окружности. CCX, CCY. Не то что-то ввел. CCX 0. Выбираем. И радиус 25 делаем. Направление плюс. Радиус 25. И центр радиуса. CCY минус 50. X неизвестен. Зато у нас известно расстояние до этой окружности от центра. PDX 0, PDY 0 и расстояние 53. И там у нас радиус 8. Ставим теперь радиус 8. РНД. Забиваем РНД 8. РНД 8. Получили. И радиус 120 у нас идет из радиуса вместе со 140. Или от этой точки минус 140. Забиваем. Сделаем тоже точку здесь, чтобы хотя бы Y был известен. Может он просчитать, ему будет легче. Значит, забиваем FC. X нам неизвестен, но Y у нас будет 0. Направление у нас будет плюс, а радиус будет 120. На следующую линейку CCY у нас будет 0. CCX неизвестно, но нам известна точка одна, вот эта. Сейчас мы туда вернемся, сделаем CCX. CCX относительно этой точки, это значит будет инкрементная и минус 140. Минус 140.
Так, и вот теперь нам надо найти эту точку, номер этой точки. В первом кадре, в первом контуре. Сейчас мы... Так, это вот у нас радиус 140. Радиус, вот, Y0. 15 кадр. Значит, вот здесь надо забить ссылку на 15 кадр. И CCX, и RCCX 15 кадр. The contour is resolved. Select block is not permitted. Вот этот надо стереть. F-Select 2. Чик. Смотрим теперь сюда. Ну, вроде прорисовал. Рисуем следующий кадр. Идем дальше. Этот же радиус. Идем дальше касательно относительно предыдущего. Значит, вот этот. Так, x, y неизвестно. Направление плюсовое. Радиус 120. Что нам еще известно? Идем на следующую линейку. Опять CCX. Делаем минус 140. Инкрементно. И 15 кадр. Оп. Какой он хорошенький. Закручиваем радиус 8. РНД. Закрутили. И выходим на эту окружность. Это у нас будет вот этот. X, Y неизвестен. Направление известно, будет минус. Минус. Радиус известен 25. Так, дальше у нас Y будет 0. И расстояние нам известно. Идем дальше. PDX, PDY нули и расстояние 53. Ну, смотрим. Выбираем. Он закрутил не в ту сторону. И что? Значит, направление окружности не в ту сторону. Нет, в ту. PCDR минус, радиус 25, CCY 0, PDX 0, PDY 0, 53. А, можно же центр 50 сделать. CCY 50. Ну, наверное, это. Вот теперь делаем. О! Правильная морковка. Так. И вот этот селект надо один стереть, последний. Их два не должно быть. И осталось последнюю дугу
касательно к предыдущей до точки нуля. Касательная к предыдущей x0, y53, направление плюс, радиус 53, центр радиуса 0, ну и все. Мы все получили. Окей. Смотрим дальше. Теперь нам надо обработать этот кармашек. И для этого нам надо пойти наверх. Так, вот здесь мы завершили. Сделаем подъем инструмента. Z, например, 50. R0, F max. Теперь вызываем SL контур, цикл def, SL циклы и lab для контура записываем. Второй, по-моему, да, вот он, второй. Второй закончили. Теперь как фрезеровать будем? Опять идем в циклы, SL циклы и контур, данные контура. Миллинг сделаем 5. Overlap. Это шаг фрезеровки, радиус инструмента. Припуск 0, припуск 0, координата по Z 0, 2, плоскость безопасности, отход после контура, радиус 0 и направление обхода. Сделаем +1. Окей. И нам осталось обойти. Черновой, это у нас 22, по-моему. Опять вызываем цикл, SL циклы и 22. Глубина врезания 5. Будем побыстрее делать это, лишь бы картинка получилась. Подачу сделаем 9,9. Опять 9,9. Предыдущий инструмент нулевой, ничего не было. Вгрызание сделаем опять 9,9. Отход 4 девятки. Какой-то там фактор. 100%, 100%. Врезаться будет на 100% подачи. И обход контура. Будем хороший делать обход контура. 0. End. И вызываем теперь цикл. Это у нас цикл call. М3 у нас уже есть, значит не надо. Значит нам no end. И проверим, что у нас получилось. Reference to specific block not permitted. А это вот интересная вещь получается. Контур мы построили, а при отработке инструментом он не знает, не получает. Это не получается у него этот контур, там где идет ссылка на номер кадра. Давайте проверим, что у меня тут получилось.
Вот 140 и вот 140. 15. Y0, 15 кадр. Смотрим, какой там стоит. 15 кадр. Все правильно. То есть это то ли глюк симулятора, на станке не знаю, не проверял. Но нам надо узнать тогда центр этого радиуса. Радиуса 140. А это можно посмотреть в конвертере. Так, что нам с конвертер? Конвертер. Выходим в менеджер файлов. Фрице. Вот, видите, он не отрисовал весь контур. Не знает, как его делать. Поэтому и не может фрезеровать. Ну, будем узнавать тогда центр этого радиуса. Идем на следующую линейку. Опять на следующую. Вот. OpenVis. И конвертер. И вот у нас есть конвертер. И вот здесь у нас центр этого радиуса, а здесь стартовая точка дуги, которую мы рассматриваем. Ну вот, например, это радиус минус 43, 69, 51. Это центр по х. И получается у нас стартовая точка х 96, 30, 49. Вот здесь 96, 30, 49. Это у нас получается габарит по х в плюсе. Видите, теперь она на 82 изменилась, потому что стартовая точка стала вот эта. Ну, тут можно еще вот так вот сделать. И вот у нас тинк, тинк. Меняет направление. В принципе, можно и вот эту точку получить. Вот эта точка теперь нам известна. И сейчас будет центр нам известен. И вот эта точка нам известна. Вот 49, 43, 669, 51. И эта точка. Вот. Это, а нам надо вторая. Вот это. Минус 43, 69, 51. Можно этот контур сохранить, и он там выдаст в файле чисто как по окружностям и линиям. Вот здесь. Если сохранять с этими точками, то он эти точки сохранит. Так что, ну, смысла нет нам делать это. Значит, 43, 600, 43, 69, 51. Опять заходим сюда и идем на радиус 120. Нам не спасло, что мы его разбили на 2. Вот 120, вот тут минус 43, 69, 43, 69, 51. Минус 43, 69, 51. И не с минусом, причем с минусом и не инкремента. А вот это нам следующее уже получается не надо. Select Solution. Вторую надо стереть. Delete. И следующий нам надо то же самое исправить. 43, 69, 51. И это стереть. And. Ну-ка, где тут старт? Выбираем.
Выбираем, стираем вторую, выходим и еще раз отработаем. Все, замкнулось. Вот теперь на картинке должен быть полный профиль замкнутый. Проверяем. Пожалуйста, значит сейчас кармашек нам по идее должен сделать. Симулируем. Поехал. Вот так. То ли глюк, то ли непонятная вещи творятся. Все, это мы сделали. Теперь нам остался еще один вот этот контур. Но я его отдельным кадром, отдельной программой буду делать, потому что мне не хватит длины файла. 51, а тут очень много линий будет, и он выйдет за 100. Значит, будем делать в новом файле. У меня он там, конечно, есть, но будем создавать по новой. Вот этот файл. И сейчас мы сотрем. F-пол оставим. А вот это мы сотрем и сделаем по новой. Все, поехали. Так, это надо побольше сделать. Это у меня Light Alloy. Правая кнопка, и он раздвигает на всю. Сейчас мы его раздвинем. Вот этот контур будем делать. Будем подходить вот к этой точке. Это у нас 8 зубчиков. Значит, здесь 45 градусов. Значит, здесь середина будет плюс 22,5. Или 67,5 будет. Начинаем, да? Полюс. Ну, в полярных координатах начальную точку сделаем. Контур. F. PR. PR у нас 10. И угол 67,5. Окей. И до минус 72 идем. Потому что у нас ширина зубчика 4 миллиметра. X минус 72. Y неизвестен. Направление плюс. Радиус 10. Центр минус 74, Y0. Окей. Вроде правильный выбор. Можно увеличить. Так, надо войти опять в кадр. Выбираем. И теперь вверх 90 градусов.
Ну и можно PR записать 16. Окей. Ну, вроде коротенькая. Закручиваем радиус 16. Направление плюс. Х минус 76, он нам известен. Направление плюс. И радиус 16. Центр радиуса минус 74 и 0. Окей. Вроде правильно. Select. Идем вниз. Минус 90. Ограничим PR10. Минус надо. Так, и покороче. Окей. Окей. Закручиваем радиус 16 до 45 градусов. Ну, нам только направление можем задать. Плюсовое. И радиус 10. Центр радиуса. Минус 74, 0. Ну и хватит. Окей. Теперь идем под 45 градусов. Ну, это 90 плюс 45 будет 135. Прямая. PR16, угол 135. Ну, ПРчик. 16. Окей. Расстояние от центра не забили. Ширина 4, значит 2 миллиметра от центра окружности этих. Вот это. PDX минус 74. PDY 0. И расстояние 2. Покороче. Окей. Теперь закручиваем радиус 16. Направление плюс. Радиус 16. Центр минус 74, 0. Ну и окей. Вроде все правильно. Теперь возвращаемся под минус 45 градусов до PR10. Минус 45.
Окей. Расстояние PDX минус 74, PDY 0, расстояние 2. Покороче. Есть. Закручиваем радиус 10. До Y2. Y2. Направление плюс. Радиус 10. Центр минус 74 и 0. Окей. Покороче. Окей. И прямая 180 градусов. До PR 16. Угол 180. Окей. Опять надо увеличить площадь обзора. Закручиваем радиус 16. Y нам известен минус 2. DR плюс. Радиус 16. И центр нам известен минус 74 и 0. Окейушки. Что-то неправильно. Вон CCX минус 4. 74 должно быть. Покороче. Окей. Идем прямую на 0 градусов до PR 10. Окей. Покороче. Закручиваем радиус 10. Направление плюс. Радиус 10. Центр радиуса минус 74, 0. Окей. Прямая под 180 плюс 45, 225 градусов до PR 16. И расстояние от центра 2 миллиметра. PDX 0, PDY 0, D2. Окей, и покороче. Окей. Закручиваем радиус 16. Направление плюс. Радиус 16. И центр минус 74 и 0. Окей. Поднимаемся под углом 45 градусов по прямой до PR 10. Угол 45.
Ха-ха-ха. Расстояние не забили. PDX 0, PD 70 минус 74, 0 и расстояние 2. Покороче выбираем. Окей. Закручиваем десятку до x минус 76. Так, x минус 76. Y неизвестен. PR пропускаем. Направление плюс. Радиус 10. Центр по минус 74, 0. И окей. Коротенькая. Окей. И идем вниз. FL до PR16 и угол минус 90. Окей. Закручиваем радиус 16 до x минус 72. Y нет, направление плюс. Радиус 16. Опять плохо видно. Центра радиуса нету. Так, закончим. Нету центра радиуса. Минус 74. 0. А теперь все хорошо. Идем наверх по линии. PR10. Угол 90. Выбираем коротенький. И закручиваем на 45 градусов. Радиус 10. X неизвестен. Y неизвестен. Направление известно. Радиус известно. Центр радиуса известен. Да и все, наверное. И под углом 45 градусов гоним линию. Так, x неизвестен. PR нам известен. Это будет 16. И угол минус 45. Расстояния нету. Расстояние, вот оно. Минус 74. 0 и 2. Выбираем. Получили. Закручиваем 16. Радиус 16. Направление по часовой. Это плюс радиус 16. Центр радиуса минус 74 и 0. И хватит, наверное. Да. Хватит. Теперь линию под углом 135 градусов. До PR10 и под угол 135. И на расстоянии 2 миллиметра от центра. Так что ли? И выбираем покороче.
Закручиваем радиус 10 до y минус 2. Y минус 2 по часовой стрелке радиусом 10 и центром радиуса минус 74 y0. Что у нас получится? Все, что надо, получилось. Идем вправо. Идем вправо. Это линия. Но ТПР 16, угол 0. Ну, красота. Идем. Окружность радиус 16 до y2. Направление плюсовое, радиус 16. Центр радиуса минус 74 y0. Все, что ли? Y нету. Y2. Вроде все правильно. Возвращаем линию под 180 градусов до PR10. Угол 180. Коротенькую. И теперь поднимаемся до угла 45 градусов. X, Y неизвестен. Направление плюсовое. Радиус 10. Центр радиуса минус 74 y0. Все, что ли? Ну, вроде пока правильно. Теперь линию под углом 45 гоним до PR16. 45 и расстояние 2 миллиметра. Так, минус 74, y0, расстояние 2. Выбираем. Опс, то, что надо. Закручиваем 16. Это окружность у нас неизвестная. Направление известное. Радиус известен. Центр радиуса известен. Все. И теперь линию возвращаемся назад. 180 плюс 45, 225 до PR10. И расстояние. И выбираем покороче. Все, теперь нам надо вернуть в эту точку. Ну, посмотрим, что у нас получится. Так, PA 67,5. PR10. Направление плюсовое. Ну и хватит. Центр надо забить. Странно. PR10 это одна. DR. Это мы получили координаты точки конечной в полярных координатах. Но мы ему не сказали центр вращения от этой точки. Ладно, значит все-таки надо. Минус 74, 0. Все, получили то, что надо. Смотрим программку теперь наверх.
фреза 2, контур 1, метка 1, данные контура, это у меня были, и 22 выборка. И вот это что за фигня? Минус 74. Минус 74 end. И вызов цикла разовый. И он должен этот контур отработать. Проверяем. Полностью видно. Значит, проблем не должно быть. Радиус комп undefined, не определен. Какой еще к черту радиус? Нету RL. Подход. Окей. Ну, давай попробуем. Запускаем, пошло. И можно посмотреть координаты этих точек, наверное. Так, программа. И линейку берем третью. Открыть конвертер. Вот что у нас получается. Ну, центр 74. Вот все эти точки можно смотреть. Так, Y какой у нас тут? 15, 8, 7, 45. Ну, не больно-то нам и надо. Финиш. Надеюсь, кому-то это поможет. Всем удачи. Виктор Богов, привет.